Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня я хочу показать, как я сделала свою композицию из ягод. В одном из видео я вас спрашивала, какие ягоды подходят к смородине, и я все-таки нашла вариант, поэтому если вам интересно, оставайтесь со мной. И начну я свою работу из вот таких листочков, похожие на фикус. Как-то я уже показывала, как делать похожие листочки, но там мы с вами делали на белой бумаге. В этот раз я же решила использовать зеленую бумагу, ну а сверху уже краской рисовать белым цветом. В работе использовала бумагу под номером 565 и красками Туру, это акриловые краски, которые можно использовать на всех поверхностях, покрасила просто сверху. Так как эта бумага, красить можно совершенно любыми красками. Самое главное, не использовать много воды, иначе ваш листик просто разлезется в разные стороны. Но в любом случае, даже при окрашивании акриловой краской, как вы видите, края становятся слегка волнистые. Но это даже в плюс, потому что в дальнейшем их не нужно растягивать. Соединяя между собой тейп-лентой, можно соединять обычной гофрированной бумагой, только перед этим ее нужно растянуть. И таким образом я собираю несколько веточек для своей работы. Я сначала не думала, какую композицию буду делать, в чем именно, делала деревянный ящик, но по итогу зашла в Fix Price и увидела вот это кашпо. Оно керамическое, и вот этот нежный цвет меня просто покорил. Мне захотелось сделать в нем нежную композицию, но по итогу я все-таки немного отклонилась от задуманного и использовала смородину, которую делали мы в одном из видео. Поэтому очень часто то, что я думаю делать изначально, плавно переходит совершенно в другую работу. На своем канале я показывала очень много вариантов, как сделать ранункулюс. И знаете, я очень люблю этот цветок, постоянно ищу какие-то новые способы его сделать, постоянно что-то экспериментирую, пробую. И думаю, что сегодня мой эксперимент это не последний. Также я оставлю вам ссылку на сам плейлист с ранункулюсами, вы посмотрите, возможно, какой-то вариант понравится и вам. Я для своей работы сделала вот таких несколько ранункулюсов. В дальнейшем я буду еще их делать, потому что композиция получается большая, и их понадобится больше, чем 2. Для того, чтобы сделать вот такой толстый красивый стебель, я использовала флористический рукав, как его называют. Его используют в цветах для фоамирана. Но я когда-то давно его покупала, он у меня остался, поэтому решила попробовать использовать и в работе с бумагой. Продается в магазинах для творчества, там же, где и сам фоамиран. Сами ранункулюсы я делала не очень большого диаметра, они у меня получались приблизительно 7-8 сантиметров. Так что давайте покажу хотя бы приблизительно, как я их делала. Хотя все и все ранункулюсы делаются по одному и тому же принципу. Я уже понарезала кучу лепестков, обычно делаю именно так, и затем добавляю сколько мне надо, сколько не надо. Лепесток я делаю по размеру приблизительно 3 на 3 сантиметра. И делаю свои любимые круглые лепестки. Все лепестки у меня получаются одинакового размера. И, конечно же, я их растягиваю посередине. В дальнейшем будем растягивать уже по ходу работы. В серединке у вас может быть белых лепестков как больше, так и меньше. В зависимости от того, как вы именно хотите это сделать. Я все делаю на глаз. Формирую цветочек и уже понимаю, хватит или делать еще. Как обычно, от количества лепестков зависит объем вашего цветочка. Для серединки беру бумагу размером 1,5 на 2 сантиметра, причем что это уже в растянутом виде. Скругляю края, делаю круглый лепесток и разрезаю его посередине. После чего начинаю приклеивать к своей серединке. Серединка у меня из фольги диаметром 2 сантиметра. Сначала закрываю сверху, а затем по краю начинаю приклеивать все лепестки. В этот момент вы точно так же можете приклеить 3 лепестка, а можете приклеить 15 лепестков. В зависимости от этого будет единственное зависеть внешний вид. У вас будет сильно зеленая серединка или совсем чуть-чуть. Поэтому я всегда и говорю, что в работе с такими ранункулюсами я всегда экспериментирую и всегда стараюсь сделать цветочки разными. Для этого цветочка с зеленых лепестков я приклеила по кругу в 2 ряда, приклеивая один на другой. Сверху самое главное, чтобы лепестки были на одном уровне и ничего у вас не вылазило. После чего белые лепестки. Мы их растянули посередине, а теперь я их разрезаю. После чего наношу снизу клей и точно так же начинаю по кругу приклеивать. Таким образом, в принципе, мы экономим бумагу, потому что снизу нам очень много лепестков и не нужно, ну а сверху мы делаем объем.
Во время работы также можно бумагу слегка и натягивать, тогда ваш лепесток будет более прижат. Если вы приклеиваете лепестки более свободно, то ваш цветочек будет более раскрытый. И во время приклеивания я всегда пальцем немного прижимаю снизу, именно в том месте, где клей. Тогда лепесток начинает принимать форму. Ну и, конечно же, объем. Таким образом, я приклеивала много-много лепестков, пока не сказала себе стоп. После чего я начинаю одним рядом приклеивать белые лепестки, но уже не разрезая их. Обязательно выстраиваю сверху в один рядочек. И после первого ряда белых лепестков начинаю приклеивать светло-светло-розовые. Для того, чтобы они у нас были более пушистые, я растягиваю их сильнее сверху, делая волну. Ну и начинаем приклеивать все эти лепестки точно так же по кругу, пока вам не покажется, что ваш цветочек готов. Я этот цветочек делала очень пышным и выгибаю слегка лепесточки вниз, чтобы придать именно вот этой воздушности. Как обычно во всех цветочках мы делаем чашелистик. На этот раз, так как я буду использовать флористический рукав, я обматываю снизу нитками, чтобы было очень-очень тоненько. Таким образом мы сможем одеть эту трубочку сверху. Наношу ПВА-клей и вклеиваю, после чего свой флористический рукав можно затонировать. Теперь переходим к составлению композиции. Вовнутрь, как обычно, я заполняю пенопластом. После чего я сверху подкрашиваю акриловой краской, чтобы белый пенопласт у нас не просвечивал, так как я не хочу ничего сверху добавлять. И начинаю вставлять постепенно все свои цветочки. Свою композицию я буду больше делать односторонней, и весь акцент хочу сделать спереди. Но нужно учитывать, что с обратной стороны работа тоже должна красиво выглядеть. Также в работу я хочу добавить очень мелких цветочков и листиков, но сделать из бумаги это не так просто, чтобы оно было красиво и реалистично. Поэтому я, как всегда, отправляюсь в свой любимый строительный гипермаркет. Там есть отдел для садоводов, и там продается огромное количество декоративных цветов. Из пластика, из ткани, совершенно из разных материалов. Ну и, конечно, там можно найти очень разные веточки, которые можно использовать в своих работах. Кто-то против таких веточек, кто-то за. Поэтому при таком огромном выборе, которые от живых не отличишь, только если не потрогаешь, знаете, хочется их использовать. Также у нас в этом магазине сейчас уже продается сизаль, и можно найти очень много интересных идей, как что-то сделать для своего дома. Тем более, что ценник на готовые композиции не совсем дешевый. Ну и разнообразные вазы, свечи и те же самые наборы для хлопка, которые я покупаю, все тоже там продается. Я для себя купила несколько веточек и буду все-таки использовать с белыми маленькими ягодками. Одна такая веточка стоит 1 рубль 39 копеек белорусских рублей.
Убираю лишнее, срезаю снизу проволоку и вставляю свою композицию. Я не использую при сборке клей, потому что мои цветы очень хорошо там держатся, а такую работу обычно вверх ногами никто не трясет. Так, в прошлом году я показывала вам, как сделать клубнику, землянику из детского пластилина. И вот не поверите, она у меня осталась еще с прошлого года. Я решила ее все-таки перекрасить, слегка разобрать и использовать в своей композиции. На тот момент я делала ее с листиками с фоамирана, но сегодня мы будем делать из бумаги. Также по ходу работы я все-таки решила, что я хочу именно в этой композиции, как я уже сказала, использовать свою смородину, ягодки и сделаем на этом именно акцент. Для клубники нам понадобится чашелистик. Кстати, ссылку на видео, где я делала клубнику, я обязательно оставлю в описании к этому видео. Также и на все способы, как сделать сами ранункулюсы. Делаем маленький чашелистик и приклеиваем его к нашей ягодке. Окрашивала свои ягодки я акриловой краской. Приклеиваю чашелистик, тейпирую ножку, и сами листья я делать не буду, так как в моей работе их уже будет предостаточно, тем более, что я в дальнейшем буду добавлять еще простые зеленые листья. Обязательно все листики выгибаю вверх, немножко наклоняя свою клубничку, чтобы она не была, точнее не торчала вверх, и можно добавлять свою композицию. Я стараюсь добавлять ягодки таким образом, чтобы они были кучками, а не разбросаны по всей композиции по одной штучке. Ну и пока я работала, мой любимый термопистолет взорвался. Он был моим любимым пистолетом, потому что в нем изначально была подставка, но, видимо, пришло его время. Вот так уже выглядит моя композиция. С обратной стороны нужно еще доделать цветочки, и я спереди своей композиции и с обратной стороны вставлю вот такие небольшие бутоны роз. Кстати, на камере кажется, что они белого цвета, они на самом деле светло-светло-бежевые. Это номер 600. Я обязательно выставлю фотографию в своем инстаграм и здесь в сообществе, для того, чтобы вы понимали, какой реальный и естественный цвет у этой композиции. Потому что, как ни крути, а камера все равно его передает не так. Вставляю последние цветочки, поправляю все листики, и моя композиция готова. Мне очень нравится результат, и нравится, что она получилась очень такая весенняя, даже летняя. Ну и в итоге у меня получилась вот такая работа. Она получилась не маленькая, и за счет кашпо она даже такая увесистая. Мне кажется, такая композиция будет очень классно смотреться на кухонном столе, особенно если он у вас круглый. Каждый из вас может в такую композицию добавить совершенно любые цветы, совершенно любые ягоды. Я надеюсь, вам понравилась такая идея. Если да, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. И до новых встреч. Пока-пока!